Добрый день, друзья! Помните, какими вкусными были молочные коржики в детстве? Если хотите вспомнить этот вкус и на секундочку очутиться в детстве, тогда вам обязательно нужно их приготовить самой. Предлагаю вашему вниманию проверенный рецепт самых вкусных молочных коржиков. Их приготовление не займет много времени. Итак, в миску кладем 100 грамм размягченного сливочного масла, всыпаем 1 стакан сахара, 200 грамм, и с помощью миксера соединяем все в однородную массу. Затем вбиваем одно яйцо и соединяем его с маслом и сахаром. Теперь вливаем 100 мл молока, всыпаем пакетик ванилина, его кладите по желанию. И добавляем пол чайной ложки соды, которую обязательно нужно погасить уксусом. У меня 9%. Теперь все хорошо перемешиваем, опять же с помощью миксера. Начинаем постепенно всыпать просеянную муку. Тесто замешиваем руками. Муки мне потребовалось ровно 500 грамм или 2,5 стакана. Муку всыпаем частями, каждый раз хорошо соединяя ее с основной массой. Тесто быстро собирается в один комок и по консистенции получается очень мягкое. Если взять его в руку и немного приподнять над миской, оно будет как бы стекать с руки. Это нормальное его состояние. Муки больше не добавляйте. Стол присыпаем мукой. Кладем тесто. Немного его приплющиваем и начинаем раскатывать в пласт. Толщина теста должна быть 1 см. Не старайтесь тесто раскатать тоньше, иначе коржики будут не мягкими, а хрустящими. Ну и теперь вырезаем коржики из теста. Мне сегодня захотелось их сделать в виде цветочка. Это вообще приспособление для приготовления красивой яичницы, но, как видите, оно идеально справляется из теста. Также можно использовать обычный стакан, либо другую любую вырубку для теста. Несмотря на то, что тесто очень мягкое, оно не прилипает ни к стакану, ни к вырубке. Вот такие красивые коржики получаются у меня сегодня. Остатки теста снова собираем в один комок, раскатываем и вырезаем следующую партию коржиков. В итоге из данного количества ингредиентов получается 11 штук. Заготовки перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Кладем их на определенном расстоянии друг от друга, так как при выпечке они увеличатся в размере и могут склеиться. Все, отправляем их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку ровно на 15 минут. Самые вкусные молочные коржики из детства готовы. Достаем их из духовки и даем полностью остыть. Кто вырос в Советском Союзе, тот прекрасно помнит эти аппетитные коржики в школьных буфетах. Тем, кто родился позже, настоятельно рекомендую познакомиться с этой чудесной выпечкой. Если понравился рецепт, поставьте лайк или напишите комментарий. Ваша поддержка лучше всего мотивирует меня и дает стимул к развитию. Ну а я желаю вам вкусного и удачного дня. С любовью,
Евгения и кулинарный канал «Это просто».